небольшом шкафу рядом с баром мы обнаружили настоящий рай для купальщика. Здесь было, наверное, почти все, что мог бы пожелать человек, оказавшись у водоема в жаркий день. От ярких махровых халатов и полотенец до пляжных тапочек, ласт, масок и очков для подводного плавания. Ополоснувшись под душем и надев по паре приглянувшихся нам купальных шортов с веселой надписью «Биллабонг», мы, подняв тучи брызг, бросились в кристально-прозрачную, приятно прохладную воду. Это было как раз то, чего нам не хватало после передряг сегодняшнего дня. В волю нарезвившись в воде, мы разлеглись на шезлонгах, нежась в лучах заходящего, но все еще ласково пригревающего солнца. Идиллию нарушило смутное чувство. Что-то было не так. Я вспомнил, что на дворе осень, и особенно к вечеру частенько дуло холодом и моросило. Откуда же здесь такое теплое и ласковое солнце? Какая-то аномалия, что ли? Отбросив эти неуместные в данной ситуации размышления, только мешающие наслаждаться моментом, я потянул через трубочку ледяной Куба Либре и произнес: «А здесь совсем неплохо». «Вот так и начинается моральное разложение в дружных рядах борцов за свободу», — шутливо отозвался Денис. Похоже, и ему наша неволя не казалась сейчас такой уж обременительной. «Почему бы нам не устроить себе небольшой отпуск?» — продолжил я свою мысль. «Когда в последний раз ты мог позволить себе побездельничать недельку-другую?» «Не помню уже», — лениво отозвался Денис, лежа на спине и глядя в безоблачное голубое небо. «Вот и я тоже не помню», — продолжал я гундеть. «Постоянно какие-то срочные дела, заботы. Даже с друзьями пообщаться некогда. А что ценного есть в нашей жизни, кроме общения? Ничего. Банальность и очевидная бесполезность этих рассуждений вызывали протест в моей душе. А язык отказывался их произносить, но я не сдавался. Каждому ведь понятно, что никуда нам не деться от ежедневной суеты и неизвестно откуда появляющихся важных дел, важность которых чаще всего чистая иллюзия, потому что уже на следующий день обычно не помнишь о них совершенно ничего. Денис взглянул на меня удивленно. Такого рода сентиментально-бессмысленные разговоры были нонсенсом в нашей компании. Я подмигнул ему, и Денис, поняв намек, поддержал эту тему. «Ты прав, черт возьми. И правда, нам надо ударить по тормозам и отдохнуть недельку-другую, тем более, что навряд ли такая возможность снова появится в ближайшее время. Я подозревал, что за нами наблюдают. А при воспоминании об увиденном у Дениса дома мои подозрения превращались в твердую уверенность. Не знаю, насколько удачной была эта идея, но разговор я затеял только для того, чтобы убедить тех, кто за нами следит, в том, что мы полностью смирились с обстоятельствами и даже находим в нашем положении некоторые плюсы. Поверить в это было совсем нетрудно, потому что условия для отдыха здесь были идеальны. Я понимал, что вся эта конспирация выглядела нелепо и даже смешно. Насильно нас здесь никто держать не собирался. Открывай дверь и иди куда хочешь, если тебе жизнь недорога. Разумеется, мы были очень благодарны и админу, предоставившему нам убежище, и особенно нашей спасительнице Анастасии. Но все же ограничение свободы вызывало чувство дискомфорта и внутренний протест. Естественно, хозяева должны были принять необходимые меры безопасности, так как уверенности в том, что нас не подослали с какими-то коварными целями, у них не было. Наверное, это была паранойя, но, несмотря на внешнюю логичность происходящего, интуиция упрямо нашептывала мне,
что преследователи, спасители и жертвы в любой момент могут поменяться ролями. Очевидно, мы с Денисом меньше всех понимали, что реально происходит, и пока это так, хорошо было бы не предпринимать ничего необдуманного, а еще лучше — совсем ничего не предпринимать. По периметру крыши было установлено стеклянное ограждение метров 1,5 высотой. Оно защищало бассейн от ветра и не позволяло подвыпившим посетителям бара упасть вниз. За невидимым барьером великолепной панорамой раскинулся город. Я поймал себя на мысли, что даже не подозревал, что он так красив. Густая сеть улиц таяла в розовой вечерней дымке. Вдали сквозь нее золотыми иглами уходили в небо шпили Адмиралтейства и Петропавловки, мерцал купол Исаакия. Сам по себе дом был не слишком высок, но, видимо, располагался на какой-то возвышенности, благодаря чему и открывался такой прекрасный вид. Я подошел к ограждению и опустил ладони на закругленный край толстого прохладного стекла. Границу, за которой, как я вдруг остро ощутил, мир все еще был настоящим, неоднозначным и непредсказуемым. Внизу по улицам ехали машины и шли люди. Никто из них даже не пытался посмотреть вверх, туда, где стоял я, отделенный надежным невидимым барьером от зыбкости бесконечных вероятностей. В сознании никак не укладывалось, что вот так, внезапно и просто, можно оказаться в недосягаемой дали от того, частью чего ты всегда был. От этого на душе сделалось тоскливо, будто я лишился чего-то очень важного. Если бы в этот момент мне предложили сделать выбор между безопасностью однозначности и непредсказуемостью многозначности, думаю, вторая оказалась бы милее моему сердцу. Денис подошел ко мне, облокотился о стекло рядом и, видимо, поняв мои мысли, насмешливо спросил: «Что, на волю захотелось? Прыгнуть собираешься?» Я еще раз глянул вниз на фигурки людей, машины и деревья и, отогнав тоскливые мысли, шутливо ответил: «Пожалуй, высоковато будет, да и очень уж там беспокойно. Давай лучше посмотрим, что за чудеса ждут нас в здешнем раю. Надейтесь, и вам отдастся», — в тон мне отозвался Денис. Меня успокоило и обрадовало, что я не заметил в его глазах сомнений, подобных тому, что терзали меня минуту назад, и что он остался прежним Денисом, таким, каким я знал его всегда. Мы искупались еще пару раз, порылись в баре и, обнаружив там кем-то заботливо приготовленные бутерброды с ветчиной и сыром, стали уплетать их, запивая холодным пивом. Солнце почти зашло, терраса погрузилась в сумрак, освещенная лишь подсветкой бассейна. Мы молча сидели на краю, свесив босые ноги в воду, и, глядя, как, переливаясь оттенками голубого, волны бегут к противоположному берегу. «Не очень-то похоже, что здесь намечается какая-то дискотека», — с явным сожалением заметил Денис. «А тебе что, потанцевать захотелось?» — съязвил я. «Да нет, просто зачем было обещать?» — с досадой отозвался он. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он слегка расстроен. Я еще раньше заметил, что он смотрит на Анастасию с симпатией. И теперь, видимо, надеялся оказаться с ней на одной дискотеке. Вот, все и выяснилось. А то я никак не мог понять, почему он нисколько не переживает по поводу нашего вынужденного заключения. Видимо, присутствие Анастасии было тем весомым аргументом «за», который перевешивал все аргументы «против». «Да не беспокойся, с какой стати ей нас обманывать? Раз сказала, будет дискотека, значит, будет. Времени-то еще немного.
попытался я его подбодрить. В дальнем конце бассейна раздался всплеск, и размытая бегущими по поверхности волнами фигура стала довольно быстро приближаться к нам под водой. Вскоре, весело отфыркиваясь, вынырнула Анастасия. «Привет, мальчики! Не соскучились тут без меня?» — спросила она. Денис не мог сдержать радостную улыбку. «Не, мы тут в баре отдыхали. Вот, ждали, когда дискотека начнется». «Без меня не начнется!» — весело откликнулась из воды Анастасия. «Я здесь за диджея. Вот сейчас искупаюсь и все организуем». «А где же посетители?» — поинтересовался Денис. «Скоро появятся», — ответила она, снова скрываясь под водой. Она еще раз пронырнула весь бассейн вдоль, выбралась на берег и направилась к бару. Через несколько минут она уже стояла за стойкой диджея и подбирала музыку для сегодняшнего вечера. Анастасия нас не обманула. Когда стрелки часов приблизились к 9, стали появляться первые гости. Они подходили к бару, заказывали напитки и рассаживались в кресла у появившихся неизвестно откуда прозрачных пластиковых столиков. Музыку Анастасия выбрала из популярных когда-то альбомов. Я узнал парочку из них: Animals Мартина Грикса, State of Trance, шведская хаус-мафия и что-то из Авичи, кажется, альбом «Истина». Она со вкусом аранжировала мелодии, на лету изобретая бесконечные вариации, плавно перетекающие одна в другую и складывающиеся в цельную композицию. Как опытный шеф-повар делает из обычных продуктов уникальные блюда, используя свой талант и одному ему известные рецепты, так и она добавляла к мелодиям то там, то здесь интересные эффекты, усиливая выразительность наиболее удачных мест, и сыпала веселыми комментариями, проявляя немалые познания в истории музыки. Казалось, она была лично знакома со всеми музыкантами, о которых рассказывала. Гости продолжали собираться, но танцевать пока никто не спешил, не считая одинокой парочки, вяло изгибавшейся не в такт музыке, в полумраке дальней части танцплощадки. Наученные горьким опытом, мы выбрали столик с краю, так, чтобы иметь хороший обзор. Но это довольно скоро потеряло всякий смысл, так как народу быстро прибывало и становилось по-настоящему тесно. Впрочем, как и положено на любой уважающей себя дискотеке. Ни о каком хорошем обзоре уже не могло быть и речи. Но на нас с Денисом никто внимания не обращал, и, успокоенные этим и недавними заверениями админа, мы расслабились. «Откуда столько народу?» — удивился Денис. «Я не имел об этом ни малейшего представления, но предположил, наверное, соседи прознали про шикарную дискотеку на крыше. Вот и пруд кому не лень. Я думал, что это какая-то засекреченная квартира, а выходит, что сюда кто угодно может прийти», — разочарованно заметил Денис. «Да, надо будет спросить у админа, в чем тут дело», — поддержал его я. Заглушаемый звуками музыки, до меня донесся обрывок разговора из-за соседнего столика. Это и неудивительно, когда он сам все за всех решает. Скоро нас всех отключат. В прошлый раз я так и не смог. Голос пропал, и я не узнал, что именно он не смог в прошлый раз. Но на смену ему появился другой и сообщил. Говорят, он и сам не все может, а тут еще этот блуждающий киллер объявился. Ты ведь знаешь, что это значит. Теперь нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Музыка стала громче, и больше я ничего разобрать не смог. Было не очень трудно догадаться, о чем шла речь, если мыслить в определенном русле. Но тогда получалось, что дело обстоит гораздо хуже, чем мы предполагали. Во-первых,
круг людей, посвященных в теорию админа, мог быть намного шире, чем мы думали, а значит, и масштабы проблемы значительно увеличивались. Во-вторых, сам админ в этом случае выглядел не таким уж всемогущим, и его слова о безопасности этого замкнутого на себя вектора оказывались не настолько достоверными, как мы думали сначала. Все это, конечно, имело право на существование, но лишь в том случае, если услышанный обрывок разговора был именно об этом, а не о чем-то совсем другом. Я решил, что пора отвлечься от серьезного и пойти заказать пару коктейлей себе и Денису. Он поддержал мое предложение и остался сторожить наши места за столиком, а я стал пробиваться к бару через галдящую толпу.